хорошие, мальчики и девочки, я вас приветствую на своем канале Амадея Таро, с вами Вероника. И сегодня какой расклад? 4 варианта, тема: в какое русло вкладывать свою энергию в год быка. Первый расклад с точно таким же названием был у меня 12 января этого года, то есть 2021. Я его снимаю по энергиям, которые вошли в силу 12 февраля, соответственно, сам год по китайскому, если хотите, да, календарю вошел в свою силу, но в полный оборот он войдет после 21 марта, и в это же время сниму третий расклад с этой же тематикой, точно таким же методом. Почему? Для того, чтобы вы проанализировать смогли те тенденции, которые меняются лично у вас, менялись с января по март, да, когда вот эти вот переломные энергии у нас идут, когда меняется многое, решается многое, и, собственно говоря, вот такая вот задумка у меня была, и я ее закидываю в пространство. Итак, пока я буду делать выкладку, вы определяетесь, пожалуйста, каждый со своим вариантом, кому что нравится. Стихия огня, стихия воздуха, стихия земли и стихия воды. А пока я делаю, так сказать, не знаю даже как сказать, выкладку, да? Что повторение у меня там идет. Не слишком эстетическая речь. Получается, да, филологи будут в ужасе. Вот, почему у меня такая речь, собственно говоря. Я немножечко побеседовать желаю. На какую тему? Так, что у нас здесь? Ну, нужно побеждать, девочки и мальчики, свое состояние двойственности, закрытости, нерешительности, когда вы топчетесь на месте, а не делаете шаги вперед. Побороться придется, но искать компромисс вам никто не мешает. Если вкратце. Так вот, вернусь к тематике того, о чем я хотела побеседовать. Ко мне на днях в WhatsApp приходит сообщение: здравствуйте, не могли бы ли вы сделать расклад на тему, кажется, какие чувства у мужчины ко мне или его отношение ко мне сейчас, ну что-то в этом вот роде, не помню дословно. Конечно, я немножечко как-то не придала этому значению, да, надо было сделать скрин, потому как после этого последовали еще примерно такие же инстаграмские предложения, как я их называю. В общем, в чем вообще смысл, да? Просьба сделать расклад на определенную тематику. Казалось бы, все нормально, но дальше идет но. Человек пишет: я тогда на вас подпишусь и за мной комментарий. Можно ли так? Вот сказать вам честно, я не буду сейчас называть ник ваш, под которым ваш номер телефона находится. Но первое вот мое, знаете, такое вот порыв души. Да мне насрать, подпишитесь ли вы на меня и оставите ли вы ваш комментарий. Вы, извините, не медийная личность, комментарий которой привлечет ко мне
огромные массы и публику. У меня к вам один вопрос. Вы считаете, что это равноценный обмен, по-вашему? То есть я делаю расклад, вкидываю энергию, получаю вашу подписку и какой-то комментарий, который вы, в принципе, можете убрать в любой момент. Я считаю, что это некоторая попытка прогнуть мое пространство была. Я не спорю, что вы написали все тактично, как бы, но я вам хочу посоветовать вот что. Даже не вам. Знаете, нет, вам я ничего советовать не хочу, уважаемая. Но я же считываю людей, понимаете? Я считываю, как бы вы красиво не пытались написать и завуалировать это все. По поводу коммерческих предложений, все предложения ко мне на почту, она указана в описании канала, пожалуйста, нормально составленная, согласно этических форм и норм, да, общения данного уровня. Это что касаемо каких-то коммерческих предложений. Вам никто не мешал написать мне об этой теме расклада в комментарии к моему какому-то видео, даже я скажу к какому на моем основном канале, пожалуйста, там часть от вступления, да, к каждому моему ролику, и там даже указано, что здесь можете оставлять ваши пожелания. Просто по-человечески оставляйте ваши пожелания, несмотря на то, что у меня некоторое такое, знаете, сопротивление пошло по отношению к вашему предложению, но я считала подсказку Вселенной, и да, я запущу определенную серию раскладов на тему отношений. Возможно, пора пришла уже поднимать этот вопрос мне. Вот. Но, понимаете, вот просто по-человечески возьмите, да напишите к моему видео этот комментарий. Но мне показалось, что вы решили, знаете, как вознести как бы себя в определенный ранг, что вы дадите комментарий и как бы что ли снизойдете. Ну, короче, я не знаю, что вы там решили, но я не считаю ваше предложение целесообразным. И опять же таки, я увидела попытку прогнуть свое пространство раз. И вот так вот сегодня у нас будет по вариантам, по стихиям. И как бы чтение вашего сообщения заняло 2 секунды, и еще 1 секунда на то, чтобы заблокировать ваш номер абсолютно везде. К чему я это все рассказываю? Мальчики и девочки, то, чем я занимаюсь, я делаю это для себя, не для кого-то, для себя. Потому что мне это нравится. Если у вас есть конструктивные предложения, пожалуйста, не пытайтесь прогнуть мои границы, мое пространство вот такими якобы, понимаете, как это, равноценными энергиями, да? Те, кто ко мне обращаются, те прекрасно знают, что я даю даже больше, чем люди, на что люди располагали, обращаясь ко мне. И на будущее, вот всем. Есть какие-то конструктивные предложения, я для них открыта. Пожалуйста, вам никто не запрещает. Но не советую вам подходить к решению вопроса вот с такой позиции. Лайки, комментарии, подписки. Кому надо, те придут, подпишутся. Кому не надо, пройдут мимо. У кого пена у рта будет, поставят дизлайк.
Но самое основное, что я пытаюсь донести, господа, поймите, я вот именно в этом вопросе, как мужчина, я кайфую от того, что могу заблокировать любого, кто лезет в мое пространство с ненормальными помыслами. Поэтому прошу вас этот факт учесть. Вот как-то так. Вступление у нас сегодня прошло. Вы знаете, вот несмотря на вот это все по ДД, я уже уточнила, к чему мне в пространство попал подобный человек, который пытается прогнуть на неравноценные вот эти обмены, да, как бы энергетические. Я уже все узнала, как бы, почему вы пришли, с какой целью и что пытается мне донести Вселенная. Но я посчитала нужным осветить этот вопрос ввиду того, чтобы в дальнейшем люди понимали, что я не тот человек, который сюсюкается, любезничает и целуется в десна. И как бы рубануть могу в любой момент. Так что вот для этого, собственно говоря, вот это вот все у меня и было. Вот это бла-бла-бла, бла-бла и бла-бла-бла-бла. Итак, я надеюсь, что пока я здесь трепалась, вы остановили свой выбор на одном из вариантов. Пардон. Итак, а я буду начинать со стихии воды. Стихия воды говорит, что меня. Нужно посмотреть меня. Это я пока уберу. Так, начинается движение в пространстве. Это самый нелюбимый у меня момент. Ну и ладно, стихия огня. Итак, стихия воды. На что вам следует обратить свое внимание в этом году, который вошел в энергию уже. Ну что, ребят, здесь вы должны понимать, что вы должны действовать по справедливости, по правосудию, по совести и вкладывать в это свою энергию. Ваша работа каждодневная должна под собой иметь именно эти мотивы. Доказывание справедливости, борьба за справедливость. Для некоторых здесь идет, знаете, какой посыл? Быть выше других за счет вашего внутреннего триггера, который очень классно настроен именно на справедливость. Слушайте, здесь смотрят меня люди, которые так или иначе, каким бы то ни было образом, действительно
возможно, в духовном развитии, возможно, по социальной лестнице стоят выше большинства. Вот что-то у вас такое есть, понимаете? Это не то, что вы там... Может, кто-то из вас, да, какой-то пост там занимает, может и такое быть, но я в политику туда не ныряю, как бы, хотя здесь что-то эдакое да прослеживается. Смотрите, во что вам направить нужной энергии? Во-первых, займитесь чистками, поменяйте свое направление, идти вам только за зовом сердца, иначе просрете все, что имеете, вы сольете этот свой потенциал. У вас должно быть простраивание планов на будущее, у вас открываются возможности роста в будущем, опять же таки. Долгосрочные перспективы вы можете заключить, плюс новое общение у вас идет. И общение какого толка? Там, где вы будете направлять людей, именно вы. Любопытство, новая энергия, проекты, это все вам поможет, особенно ваше любопытство. Опять же таки, это скрупулезная, методичная работа изо дня в день. Столкновения конфликтные у вас будут. Слушайте, может вы вообще адвокат? Может вы вообще... Нет, здесь не судьи, нет. Вот адвокаты, но... Юристы, да, как бы, вот что-то из этой области идет. Но сказать так, чтобы вас подкупить можно было, нет, это вряд ли, иначе бы вам не дали вот это. Короче говоря, вы это не слейте. Здесь какой-то, да, ух ты, здесь какой-то кармический момент. Почему? Потому что вы как будто вот берете в свои руки то, что принадлежит вам. Возможно, вы не юрист, не адвокат, но, возможно, здесь люди смотреть будут, которые становление в магии проходят, да, которые берут свой дар. Здесь люди, которые могут чистить других людей, очищать от какой-то скверны, грязи, несправедливости. Вам даются фамильяры, руническая магия вам в помощь, но здесь эта карта сейчас мне именно в этом раскладе говорит о том, что вы предводитель, понимаете? Вот здесь идут предводители, новая энергия у меня на канале. Здесь предводитель, причем та справедливость, вот у вас внутренний триггер, да, справедливо либо несправедливо поступил. Грубо говоря, вы тот человек, который может вывести другого на момент, а врешь ты или не врешь, да. И за счет этого, вот что-то вы проработали, где-то вы не поддались искушению, и теперь вам дают эту возможность, новые перспективы, новое знакомство, фамильяров вы получаете. Это ваши плюшки от Вселенной. Вот так вот. Вот во что вам нужно вкладывать энергию. Не забивайте свой вот этот вот, не знаю, как сказать, даже если вы не в магии, это дар. У вас, знаете, как внутренний такой датчик на распознавание лжи. Ну, здесь прям вы очищаете, вот мне четко идет, очищаете людей. Вы очищаете людей. Я не знаю, кем вы там работаете. Может, вы вообще не на должности. Я не знаю, каким-то образом вы помогаете людям. Может, вы вообще не знаете, обычная должность, обычный человек, но вы очищаете людей. Тут, пожалуйста, больше вкладывайте энергии и стараний в общение со своими фамильярами. По справедливости все делайте. То есть без обмана, без манипуляций, без хитрости. И тогда все у вас будет хорошо.
Второй вариант. Для людей, которые потеряли триггер справедливости, которые начали использовать свой дар здесь больше как практики, считываются мне. Ненадежное положение, обнуление ваших позиций, обнуление вашего дара по карме за то, что вы решили, что вы выше других и имеете право управлять другими людьми. И здесь у вас будет, сколько бы вы ни трудились, будет эти столкновения с вашими духами, помощниками и фамильярами по карме. Это был второй вариант, потому что, да, расслоение было с самого начала, но хочу сделать так, чтобы сразу мы в полной мере освещали адекватных, да, высоковибрационных людей. А потом уже немножечко будем уделять внимание и, так сказать, иным личностям, да. Хочется достичь, хочется новых фамильяров, новых помощников. Считаете, что должны иметь большее по справедливости от этой вселенной достойное. Но смотрите, если этого не происходит, значит вы, возможно, не так уж и достойны. Поэтому вот как-то так, ребят. Две стороны, да, одной медали по стихии воды. Стихия огня, здравствуйте. Давайте-ка посмотрим, что у вас здесь. На что обратить внимание? А на то, что на вас идут влияния. Влияния. Опять два потока идет. Да что ж ты такое будешь делать, а? Причем, знаете, вот в чем парадокс? Поток низкочастотных людей, низковибрационных, нет, не низкочастотных, они просто сейчас могут быть и на низких вибрациях, да, каждый может как достичь дна, так и потом всплыть на поверхность и подняться выше остальных. Смотрите, но почему-то сейчас низкая, ну вот это вот... Низкая эта частота, она как бы больше вперед вырывается, да? На что обратить внимание? Так, давайте-ка для нас, обычных, которые не занимаются деструктивной магией, а потом уже для тех, кто ею занимается. Ну, понимаете, но все-таки здесь занимаются. Ладно, для тех, кто не занимается влиянием на других людей, магия во благо, в созидание и тому подобное. Если вы скушали грустинку, сидите в прошлом и думаете, вот сколько же я потеряла, теперь нужно нарабатывать. Короче, сидим в воспоминаниях, в каких-то депрессухах, на выборе. Так вот, знаете, что на вас есть влияние. Вам нужно их убрать, и тогда у вас много чего да подоткроется. Здесь вы могли расстаться с каким-то пластом из своего окружения. Может поругаться даже с подругами, с лучшими друзьями. Вроде бы как есть начало, есть куда стремиться, есть идеи, но вы стоите и мнетесь на перекрестке, понимаете?
Одна нога в прошлом, а другая еще не в будущем. Нет, она только движется постепенно в это будущее у вас. По поводу вашего продвижения, там блоки тоже стоят, потому что здесь идет десятка мечей. Очень тяжело, плюс луна у нас идет и карта ритуала. Сами понимаете, воздействие на вас есть. От этого и тяжесть. От этого мы в пятерке кубков и сидим и топчемся в двойке жезлов, понимаете? Здесь нужна чистка. Однозначно. Причем вам очень хорошо поможет какой-то заговор. Причем вы знаете, какой он у вас уже был в руках. Вы его держали. Вот знаете, не скажу, что не тетрадь, нет, бумага старая. На старой бумаге что-то написано давно. Вы его держали, вот прям держали в руках. Может, чуть-чуть помятый какой-то он. Это не листается, как тетрадь, это именно лист. На листе он может вложен в какую-то книгу, либо тетрадь. Вот такое мне идет. В дорогах, дороге к местам силы однозначно. Провести ритуалику вам надо. У вас новые, возможно, поругались с нормальными людьми именно из-за деструктивных влияний и помиритесь. Потом пойдет у вас и вдохновение, и творчество пойдет, новые проекты, прорывы, ваши начинания будут реализовываться. Вы будете воплощать свои мечты в реальность, шаг за шагом, но вам нужно здесь, чистка однозначно нужна. И знаете, даже я вот скажу так, во-первых, и по магии, во-вторых, к психологу тоже стоило бы вам обратиться. Здесь нужно голову почистить, вот в прямом смысле слова, и ментально, и астрально, и психологически, чистка головы. И тогда все будет хорошо у вас. Еще момент. Кто-то из вас думает заниматься, не заниматься магией. Вроде бы как порыв есть, но что-то вы за что-то переживаете. Не переживайте, будут новые знакомства, будет у вас все, понимаете, все сложится лучшим для вас образом. Да, будет момент, когда будет вам тяжело. И придется какие-то свои обязательства, возможно, по дому, возможно, перед своими родными отодвинуть для того, чтобы себя вогнать в нужный ресурс, понимаете, и взять то, что принадлежит вам. Здесь выездная ритуалика однозначно нужна. Так, вариант 2 для тех, кто деструктивщиной страдал. Кого-то ссорили, на кого-то лгали, клеветали, магию использовали, чтобы человек не мог продвинуться, не мог никуда ездить. Чтобы у человека не получались заговоры, делали ритуалы. Ожидайте. Это же самое ждет и вас. Все это ждет и вас. Не сможете ничего предпринять. Рассоритесь со всеми, со всем окружением. И здесь, знаете, идет такая тетка мне. Вот как будто бабца какая-то идет по улице и сама как бы с собой в голос разговаривает, знаете, как причитает, что вот там и этот не то за меня сказал, этот тому соврал. Причем она не по телефону говорит, а сама с собой идет, разговаривает. И знаете, со стороны как бы ее люди начинают уже на нее поглядывать и пальцем тыкать, мол, ну больная, короче. Вот и вскрылись все моменты и нюансы по тебе. Знаете, здесь как разоблачение обществом человека идет. Слушайте, здесь у меня перехлест идет, знаете, с барышней, которую вот я
Не знаю, в какой последовательности, наверное, это будет первое. Знаете, в чем перехлест, девочки, мальчики? Да, вы посмотрите это там завтра-послезавтра. Короче, я делала видео, что получил наш недоброжелатель после моего ритуала на отсечение по 7 чакрам. Вот этот бабца, вот она. Там, по-моему, первый вариант был. Вот это бабца идет у меня по энергиям. И здесь как будто узнают, как она, куда она ездила, как ритуалила, короче, что занималась магией, понимаете? И ей в общении с людьми захлопываются двери. Ей становится очень тяжело, из-за чего человек может войти в отшельничество. Но это для тех, кто творил деструктив. Для тех, кто этого не делал, я уже, в принципе, все сказала, поэтому стихия огня у вас как-то так сегодня. Вот. Давайте теперь стихия земли. Будет у нас «Смотрим по вам». Так, во что вам вкладывать энергию? Фух-фух-фух-фух. Так, ребят, у вас тут очень забавно и интересно. Стихия земли. Здесь для мужчин больше мне показывает информацион. Для адекватных мужчин. У вас в жизни взлеты и падения, то хорошо, то плохо. Простройте свои защиты. Вам нужны ритуалы на защиту. Работа с кругом. Вы смотрите, у вас 1, 2, 3 карты круговые идут. Работа в круге. И вот еще, смотрите, вот и вот даже, вот, 5 карт идет. Где колесо, вас все вращает. И знаете, тут такой момент, вы как будто недовольны тем, что вам предлагает жизнь. Все мечетесь из одного да в другое. В попытке найти связь с родом. Значит так, для тех, кто попал под магическое влияние, научитесь ценить то, что у вас есть. Это ваш дар. Это ваше умение. Вот решил, взял, сделал, получилось. Пошел дальше. Понятно? Не сидим, не думаем, а что будет, если я сделаю это, а если то, а если вот так. Вообще, въебеняете размышления. Решил, сделал, пошел дальше. Все. Потому что здесь болтанка колоссальная идет, кстати, по поводу какой-то мечевой королевы. У вас даже с ней, возможно, отношений уже нет.
Она вам явно отрезала это все общение. Опять же таки, два варианта. Для адекватных мальчиков здесь женщина на вас проводила, ну, влияния могли быть. Возможно, на вас есть влияние третьих лиц, из-за чего вы никак не можете определиться, как вот с этой женщиной найти общие точки соприкосновения, понимаете? Для второго варианта для тех мальчиков, которые занимались вызовами, приворотами на своих дам. Вы получите по голове, причем откат придет от этой же женщины, потому что там ведьма, и ведьма, которая сильнее вас. Это если кратко. Еще что мне идет. Тут так интересно, блин, такой перехлёст энергии, понимаете? Одни сидят, думают, что на меня влияет та, которой есть чувства, а на самом деле на вас влияют другие персонажи, вообще третьи лица за вашей спиной. А еще одна энергия, когда человек сидит и понимает, за что ему прилетело и от кого. И поэтому он пытается как-то наладить связь с родом, может там защиты выстраивает. Но здесь я вижу, что просто мечется, какой ритуал сделать, какое русло мне куда направить что, да. Если ритуалику на деньги делаете, те, кто занимался деструктивной магией, заказывали, ходили кого-то, да, чтобы подавить волю, у вас в деньгах не будет ни черта. И еще очень длительный период. Вы здесь прям недовольны собой. Вот на одних это мальчиков напускное. Девочки, если у вас такая же самая белиберда, здесь простраивание защит, здесь болтанка колоссальная у вас. Вы вроде как и хотите вырваться, а не получается. И если девочки смотрите, то тогда здесь против вас женщина. Такая холодная, расчетливая королева мечей, короче говоря. Вы в этом вопросе выступаете, девочки, королем жезлов. Здесь простраивание защит. Это для нормальных. Для деструктивных, я уже сказала, в деньгах вы ключи не получите. У вас не, вы все время будете недовольны тем, что вы имеете. Вы все время будете в болтанке. По колесу фортуны вы очень малое количество времени находитесь вверху колеса. И вот этот оборот, оно проходит на то время, когда вы находитесь на дне общества. Оно очень медленно, это время идет. И это все из-за того, что вы так и не научились ценить то, что у вас есть, а все время перебираете, понимаете? И то, и это хочу, и там хочу. Ни хрена вы не получите. Вы будете здесь получать обраты. Обраты. Вот теперь, думаю, я все сказала по стихии Земли. Так что для нормальных здесь, конечно, у вас денежный канал будет под защитой, когда магией нормально начнете заниматься. Вот так вот. Практиковать начнете, потому что, потому что
Вам дали то, что, о чем другие просят, а вы этим не пользуетесь, и за это вам могут ататайку устроить свыше. Потому что энергии Земли меняются, вот и все. Во всяком случае, защищать свой финансовый канал, себя вы можете. Пожалуйста, практикуйте. Вам это только поможет. Итак, стихия воздуха. Фух. Ёперный балет. Прям вот эти две энергии, они прям как на разрыв тянут. Стихия воздуха. Куда у вас энергия должна уходить? Вау. Вау. Так. Здесь люди у меня... Короче, может быть брак, можете по-новому начать выстраивать отношения с детьми, проявлять свою любовь к окружающему миру, заботу, переживания. Здесь тоже практики, традиции вы соблюдаете, здесь связь с родом у вас хорошая. Две королевы кубков. Вот это да. Вам будет очень тяжело отточить свои новые навыки, где нужно показывать свою чувственность. Вы закрытый человек. Да, у вас какая-то ситуация в прошлом. И вы как будто знаете, вот есть такое выражение у меня любимое, есть вещи, которые не вернуть. Вот так же само у вас. У вас что-то произошло, и вы понимаете, что что-то в себе, в самой себе я не могу вернуть. Вот этому вас будут учить новые энергии. Для некоторых из вас здесь идет сотрудничество с темными именно из вашего рода. Не с какими другими силами, именно ваш род идет. Заключение брака возможно. Сейчас кое-что уточнить хочу. Ребят, здесь у вас зацепки с прошлым есть. Вам нужно эти моменты отпустить. Не держите внутри то, что изменить вы не в состоянии. Понимаете? Если есть какие-то паттерны, благодаря прошлому опыту, убирайте их. Ну, допустим, есть определенные триггеры в поведении людей, с которых можно считывать, ну и понимать, что перед тобой за человек. И бывает такая штука, что поведение человека говорит о том, что, блин, ждать беды от него готовься, а оказывается, что ломается этот стереотип, понимаете? И человек не просто, ну, там... не несет вам негатива, а он еще и привносит благость в вашу жизнь, понимаете? Не накладывайте один шаблон на всех. Вам здесь будет очень тяжело, это ваш внутренний перелом идет здесь. Здесь переломный момент внутри вас. Работа с 4-й чакрой у вас. Здесь вам нужно проявить смелость. Знаете, здесь как нужно действовать? Вот даже если побаиваетесь, вот там когда-то было больно, а вдруг и здесь сделают больно, да? Возьмите, обманите свой разум и рискните. Знаете, как это можно объяснить своему вот этому разуму, который нас тормозит, да, в действиях иногда? То есть, ну, мы совершаем... под ним неверные шаги и что-то упускаем таким образом.
Объясните ему следующее, что, ну, смотри, нам было больно, мы это пережили, да? Ну, если вдруг нас еще раз обманут, мы знаем, что мы дадим по голове, если вдруг что. То есть накажем. Точнее, даже не мы, а мы дадим запрос во Вселенную, да? Мы прекрасно знаем, здесь люди смотрят, которые знают, что их Вселенная слышит, их просьбы. И если окажется, что вы ошибаетесь, вы будете приятно удивлены, понимаете? А если окажется, что вы не ошибались, ну да и ладно. Одним меньше, одним больше, как бы. Единственное, что здесь держите границы свои, понимаете? И здесь проявите, пожалуйста, настойчивость, стойкость и смелость в сотрудничестве с темными из родовой вашей системы. Здесь для девочек открытие вашей женственности, но она очень тяжело, вам эта проработка дается, понимаете? Вы такая леди-бой, а вас здесь на кубковость выводят, на проработку прошлых затыков в вашей голове. Проводят это еще параллельно через сотрудничество с темными, то есть вы тут на новый уровень выходите. И вам нужно еще учиться оттачивать навыки, понимаете? Оттачивать навыки в конструировании вашей мечты. То есть работа не только в магии, но и над собой. И да, скажу вам сразу, и по менталу, кстати, тоже. И будет чертовски нелегко. То есть у вас переломный момент идет. Знаете, что мне это все напоминает? Вот я кое-что еще увидела. Вот знаете, остров, да, там в океане находится остров. И для того, чтобы его покинуть, нужно пройти перекат, прежде чем вы выйдете в открытое море. Вот у вас этот перекат будет, когда, прежде чем вы выплывете, вас накроет несколько раз волной. И вы боитесь, что вы захлебнетесь, но вам так хочется вперед, а назад очень не хочется, потому что на вот этом острове это все ваше прошлое. Вы как выгребаете оттуда, ребят. Кстати, по поводу вот этого, что я только что сказала, попробуйте, очень хорошая техника для медитации. Посмотрите, как вы сразу выплывете, не сразу, кто вас зовет из этого острова в прошлое, кто тянет, и что вас ждет за перекатом в этом океане, да? Какую картинку вы видите? Можете мне, кстати, в комментариях отписаться. Вот эта медитация будет для вас очень даже неплохо. Много где расставите для себя точек над «и», потому что у вас здесь очень много энергии идет, очень много. Внутренняя проработка, мозговой штурм по поводу нового сотрудничества, новых энергий. Работа по менталу, работа со своим сердцем, с чувствами, с эмоциями, с прошлым. Здесь реально трэш и угар. Секундас. Какую бы колоду даже взять. Возьму вот эту. Хочу посмотреть для стихии воздуха, для чего вам все это. Это ваш переход. Снимаете с себя оковы какие-то. Боретесь с цикличностью. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Когда вы в чем-то не уверены, в своем будущем, в партнере, в вашей стабильности, вообще во всем, да? Вот с этим вы боретесь. Какие будете путы из себя снимать?
Так, ребят, здесь... Ох и карты, елки-палки. Значит, смотрите, что здесь у нас идет. Еще какие-то программы. Но знаете здесь какие программы? Это родовые программы. Это программы всего рода. Они повторялись. Вот полистайте историю вашего рода по отцу, по матери. Повторялись одни и те же сюжеты, особенно в любовной тематике, в выборе партнера, как строились отношения бабушки, прабабушки, прапрапрабабушки и туда дальше вглубь копайте. Здесь именно вы сламываете эту программу. Вы ее вскрываете просто-напросто. Здесь качественно новый уровень будет жизни и ваш, и ваших детей, понятное дело, но и ваш род выходит на новую ступень. И здесь определенные программы вам нужно еще побороть. Да, здесь работа с потусторонними силами, с определенным рангом, сущностями, демонами, бесами, некротикой. Это все будет, но силу-то вам дают, вы же входите в сотрудничество. Здесь знаете, какая программа родовая снимается? Вот прям, вот вам ее скинуть просто, понимаете? Бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки, они только начинали ее снимать, проживая свою жизнь, отдавая дань вот этому кармическому узлу. А вы его можете снять, вы свою дань уже тоже отдали в этом воплощении. И здесь тяжело простраивались искренние чувственные отношения, когда вот в браке равноценный обмен, понимаете? Когда два солнца рядом, две луны рядом, понимаете? Как бы это объяснить? Инь-янь в одном заключена идеально. И в другом партнере. И эти два партнера дополняют друг друга. Они отнимают один у другого. Когда не нужно жертвить, я не знаю, понимаете, нет таких глобальных моментов, когда вот, как бы так объяснить, когда полное счастье, понимаете, вот счастье, мать его, простое, обыкновенное счастье, которое сейчас, в принципе, те, кто в браке находятся, многие понимают, что это практически из области сказок, да. И здесь вы встретите своего человека, я же сказала, здесь мальчики и девочки, неважно, кто меня смотрит, вы встречаете вот такого человека. Но прежде чем вы встретите, я, кстати, посмотрю еще, а ну-ка, вот этот переход у вас может длиться до 21 марта и чуть-чуть заденет до конца, может быть, марта. Энергии пока войдут, там 7 дней на прокачку вам, 10 максимум. То есть там с 1-2 апреля вы в новых энергиях будете. Вы вот эти все задачи свои закроете. Закроете, ребят. Так что вот так вот стихия воздуха у вас по энергиям тяжелее всего, потому что у вас реально, извините меня, чрезмерно дохуя задач. За короткий промежуток времени. Справитесь, там род просто будет ликовать, и, я не знаю, памятник вам воздвигнет нерукотворный, я вам вот честно говорю. Потому что за вами следит вся родовая система. Здесь, помимо того, что вы проработаете вот эти узлы, там решится какой-то вопрос в родовой системе, и потом вы узнаете об этом. Кроме того, что я озвучила, будут еще какие-то тайны вам открыты именно родом. Они что-то вам передадут. То есть, знаете, такой специфический урок будет у вас.
Ну, в принципе, так, то и так. Я желаю вам... Ой, не знаю даже, чего вам пожелать. По стихии воздуха. Держитесь. Просто держитесь. Все у вас получится. И все у вас будет настолько лучше, насколько многие только могут себе представлять и мечтать об этом, а вам это дадут. Там за вас весь род кулачки держит. И они возле вас, кстати, стоят. Очень многие из них. Так что вот такой вот у нас был расклад. По энергиям, конечно, тяжелее, нежели от 12 января. Это я четко помню. Но какой получился. Посмотрим, что нам Новый год принесет. Истинно Новый год для нас, славян. То есть после 21 марта, после Астары, что у нас там начнется. Проведу третий, так сказать, сеанс. Там, где мы уже посмотрим, что пройдено. И основательный курс какой брать. То есть, знаете, уже курс будет реально на год. Ну как на год, там не сколько на год, там будет от апреля, да, и до конца декабря этого года, если брать наш календарь. Потом январь опять перевалочный, февраль то же самое, и только потом... То есть там будет с января по март 22 года, там тоже закрытие определенного пласта будет. Ну да ладно, это я уже так вперед забегаю. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь, ребят. И, как обычно, по традиции, желаю вам добра этого мира. Пока-пока.